Второй этап поиска квартиры в аренду. Добрый день! С вами Туманова Юлия, вы на канале «Инвестиции в Польше». Сегодня мы с вами продолжим разговор о том, как искать квартиру в аренду в Польше. Мы с вами остановились в предыдущем видео на том, что нашли интересующие нас объявления, обзвонили их и договариваемся с хозяином или с агентом на встречу. Во-первых, стоит сказать, что у вас есть возможность произвести приятное впечатление на хозяина квартиры, это особенно актуально, если хозяин сам показывает квартиру, или на агента. Это важно, потому что если вы смотрите квартиру, которая вам очень понравилась, то, скорее всего, это очень хорошая квартира с хорошим ремонтом, в хорошем районе, и заинтересованных в ней много. И хозяину нужно будет каким-то образом выбирать между кандидатами. Поэтому очень важно быть доброжелательными, улыбаться. Если вас спрашивают какую-то информацию о вас, то ее открыто рассказывать. Из этого сложится приятное впечатление о вас, и при прочих равных есть большая вероятность, что вас выберут, если будет какой-то конкурс. Впечатление о вас также складывается из вашего внешнего вида. Поэтому, когда вы идете на просмотр квартиры, стоит одеться солидно. Как бы странно это ни звучало, но, к сожалению или к счастью, это работает. Ваш внешний вид многое о вас скажет. Но есть лайфхак. Например, если вы одинокий мужчина или одинокая женщина, то я рекомендую вам взять с собой на просмотр подругу или друга. И не говорить, что вы будете жить в квартире один или одна, а сказать, что вы пара и ищете квартиру для себя. К сожалению, одиноким людям с меньшей долей вероятности сдают квартиры, чем парам. Если у вас есть дети или животные, и даже если вы говорили об этом в телефонном разговоре, при встрече все равно стоит еще раз об этом упомянуть и подтвердить, что все окей, все договоренности в силе, вы можете снимать эту квартиру, имея детей или имея животных. Также стоит обязательно спросить еще раз про договор, уточнить все суммы, которые были уже оговорены в телефонном разговоре или были указаны в объявлении, подтвердить, что все это актуально. Также уточните обязательно, какой размер коммунальных платежей, что входит в коммунальные платежи, например, включена ли вода, включен ли свет, включен ли интернет и так далее. И уточните, что человек, который вам показывает квартиру, является собственником, или в случае, если это агент, что он подтверждает, что человек, который сдает квартиру, является собственником. Это важно юридически для будущего договора. Второе, на что стоит обратить внимание, это дом. Насколько презентабельно он выглядит, как давно был произведен внешний ремонт, как выглядит лестничная клетка, как выглядят лифты. Все это важно. Третье, на что я всегда обращаю внимание, когда со своими клиентами приезжаю на просмотр квартиры, это соседи. Например, если я знаю, что мои клиенты ценят тишину, и для них это важно, и я вижу, что у всех соседей стоят детские коляски, детские самокаты, я об этом обязательно скажу, обращу внимание моих клиентов, потому что есть вероятность, что может быть шумно, например, по утрам, когда дети собираются в школу, когда дети выходят в детский сад и так далее. Это такие мелочи, на которые можно не обратить внимания, но которые способны сказать очень много о вашем будущем комфорте при проживании в этой квартире. И вот мы входим в квартиру. Естественно, обращаем внимание на состояние квартиры, как давно был сделан ремонт, есть ли износ техники, есть ли износ мебели, есть ли какие-то недочеты. На этапе просмотра квартиры нет смысла делать фотографии или что-то записывать, потому что в случае, если вы решите снять эту квартиру, у вас обязательно еще будет составляться акт приемки квартиры, когда мы сделаем все фотографии и все запишем. Но сейчас просто обратите внимание на то, в каком состоянии вы получите квартиру, что-то, может быть, возьмете на заметку, что вам нужно будет докупить, или попросить хозяина, например, сделать какой-то мелкий ремонт. То есть у нас есть возможность сейчас собрать всю информацию, которую мы хотим обсудить с нашим потенциальным арендодателем. Обязательно обращайте внимание на состояние ванной и туалета, потому что, к сожалению, иногда там можно встретить плесень, какие-то неприятные запахи. Важно тоже сразу это заметить и на основании этого уже принимать решение о съеме квартиры. Еще на что стоит обратить внимание, это спальня и кровать. Во сне мы проводим очень много времени, поэтому качество и размер кровати очень важны. Тоже не все на это обращают внимание, но если есть возможность, например,
рассказать о своих пожеланиях хозяину, попросить его, например, кровать заменить в случае, если она узкая, а вы любите широкие, то это как раз тот момент, когда мы все это замечаем и проговариваем с хозяином. И последнее, на что я обращаю внимание в квартире, это вид из окна. Например, если окна у квартиры выходят на автостраду, на заправку, на мусорные баки, это, наверное, будет минус в квартире, какой бы красивой она ни была внутри. Хотя у всех разные предпочтения, и кому-то это вообще не важно. Поэтому здесь стоит ориентироваться на себя, но лучше все зафиксировать у себя в памяти. Мы поговорили с вами о том, на что обращать внимание при просмотре квартиры и как произвести хорошее впечатление на хозяина. Дальше у нас с вами будет следующий этап. Это переговоры и заключение договора с хозяином. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там много полезной информации. Оставляйте комментарии. До новых встреч!